Привет, ребятишки, внимание, все персонажи и описываемые события являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми или событиями является случайностью. Любите пиво, любите пивоварение. Якимыч Ив, она поддерживает пивоваров. Здесь начинается мое утро рабочее. Поскольку ребята начинают разливать с утра пораньше, я приезжаю. Первая моя основная задача – это мерить кислород. Как ты создаешь рецептуры пива? Это какие-то задачи сверху на тебя приходят, да? Засыпят, соответственно, что у меня? Мозаик у тебя, цитра, как-то так. Будете смотреть, как люди сыпят хмель. Может, все пойдет верхом. И первым пивом стал Laughing Sam American Pale Ale. Если это коммерческая тайна, мы это вырежем. Какой сейчас самый продаваемый сорт пива? Такой холивар в комментариях постоянный, что типа да, это вы тут придумывали, да, это же IPL на самом деле, да, это уже сварили 100 раз, зачем вы это это хайп и так далее и тому подобное. Вот мы в коллабе варили с ним Адам Бир, я, признаюсь, до знакомства с ним в целом не знал, что такой стиль существует. И да. Ну, какова красота, да? Можно и музычку было подставить. Ну что, ребятишки, вы так все этого давно ждали, и это, конечно же, случилось. Самое лучшее, что могло произойти и сделаться, мы, конечно же, сделали что? Коллаборацию. Мы сварили интересное пиво для вас, потребителей, любителей пива и пивоварения. Короче, мы собрали для этого лучшую команду крутых парней. Первыми из них являются, конечно, пивоварня Бакунин, легенда крафтового пивоварения в России. Конечно же, для того, чтобы сделать очень классное, прикольное пиво, мы, конечно же, взяли самого крутого, самого нанотехнологичного, самого интересного и самого модернового, классного, прикольного поставщика, производителя хмеля, это Якимыч Ив. Ну и, конечно же, самую классную компанию по дистрибьюции сырья в России. Не можем, конечно, себя тоже не похвалить, это Стратегия 21. Мы, конечно же, что сделали? Конечно же, собрали, сделали пиво. Какое пиво мы сделали, конечно, вам тоже очень интересно. Мы долго думали, и воспаленные мозги нашей фантазии смогли вытворить следующий стиль. Cold IPA. Модерновый, интересный. Попытки его уйти или забрать потребителя с лагера. Короче, холодная IPA. IPA с холодным брожением относительно на лагерных дрожжах. Всему этому прекрасному, чудотворному напитку вы сможете насладиться где? В барах Бакунина. Пиво уже готово, а вы наслаждаетесь просмотром прекрасного видео, как мы это сделали. Вот там, кстати, тоже, говорят, добывают Cold IPA. Но это не точно. Наслаждайтесь. Всем пока. Мы, как вы поняли, на пивоварне. И сегодня мы приехали к очень классным ребятам, одним из отцов-основателей российского крафта. Мы находимся более детально на пивоварне Мюнхель, но здесь происходят все варки пивоварни Бакунин. И сегодня Даня нам расскажет, как они варят, что они варят и что сегодня они варят. Даня, главнейший, самый главный пивовар пивоварни Бакунин, рассказывай. Привет. Как уже было сказано, я технолог на Бакунине. Сегодня мы вместе с ребятами со стратегии Якима будем варить Cold IPA, новиночку, которую придумали наши коллеги по цеху Wayfinder. Что можно сказать про этот стилек? Это, условно говоря, лагер, сделанный по канонам New England IPA. Короче, будет холодное брожение на лагерных дрожжах. Не, будет на самом деле тепленькое брожение. Тепло, то есть ты будешь тепло делать. Да. Сколько плюс-минус? 18 на скидочку. 18, да. Да, это многовато для лагерных дрожжей, но мне кажется, эфир... А-ля common beer такой американский. Да. Вот, да. отлично. Потом мы выбраживаем, будешь делать драй. Да, все верно. На Якиме. Вы все это сможете попробовать, я правильно понимаю? Да, попробовать, верно, если конечно. получится, ну получится 100%, Да, конечно, 100%. вот. И вы сможете это купить в магазинах, там будет все написано, что сварено, из чего сварено, как сварено и так далее и тому подобное. Вот. А ты расскажи, что у нас уже происходит, что мы уже сделали, пока мы сюда пытались доехать. Ребятки сейчас делают затирание, сейчас они готовятся к фильтрации. На затирание был использован солод от ребят стратегии Биндевальд, плюс немножечко взяли кукурузных хлопьев для изюминки во вкусе. А если коротко пробежаться по паузам, там стандартные лагерные паузы, белковая, а сахара ничего не должно быть, альфа-бета-амилаза. Окей, ты подсаливал, что-нибудь добавлял, корректировал, Нет, что-нибудь? корректировки соли никакой. Ничего нет. Все чисто как есть. Да. Здесь осмос вода или Осмотическая фишка вода? водичка, да. То есть ты делаешь историю как будто а-ля супер мягкий пилзненская история, все дела. Я понял. Плотность?
Пятнашка. Пятнашка, то есть такая уже ближе к боку такая история, да, ну, на зиму. верно. Окей. Как ты это отфильтруется? Кстати, кукурузными хлопьями, как ты работал до этого, не работал? Нет, на самом деле первый раз. Ну, ребята узнают, как Да, это да, фильтровать. да, Отлично. Дальше потом мы кипим. Кипим. Что там, сколько кипишь, плюс-минус? Кипим 90 минут, тоже, как обычно логировка, карамелизация, все дела. Окей. Что ты будешь туда добавлять на котел, какие-нибудь хмеля? На котел пойдут у нас цитромозаик. В конце, в начале? В конце, наверху. В ноль, ну, в начало кипа ничего не будет. Начало кипа ничего не будет. Отлично. Дальше, на брожение. Штамм дрожжей какой ты будешь? 3-4. 3-4. Классику. Прям вот, Да. как вот дедушка где-то там в Германии варил, так и сегодня здесь. Отлично. Потом, когда драй будешь делать? Драйв буду делать, когда выбродим уже полный на КСС. Тогда, соответственно, мы остудим до 8 и будем делать это. У тебя холодная схема охмеления, ты на тепло не драйвишь. Вот видите, ребят, каждый делает по-своему. Вот мы там теплое, ребята спокойно делают холодное, ну, на этом стиле, не знаю, на других это секретики, их мы не раскрываем. Вот здесь они будут на холодное делать. Вот каждый делает по-своему. Как-то так, сейчас вам красивые подсъемчики, мы немножко потом еще Даня расскажет о себе, где он, может, работал, что варил, интересно, где участвовал. А сейчас Миша сделает, попробует слезть со стремянки, сделать красивые кадры. Вот, как-то так, погнали дальше. Дань, ребят, все очень интересно. Вообще, как ты попал в пивоварение, как у тебя это произошло, где, может, работал и так далее. Если это не секрет, расскажи. Обязательно у нас же есть на канале люди, которые постарше. Им очень важно, чтобы у тебя был безумный опыт, 200 тысяч лет в пивоварении и так далее и тому подобное. Вот расскажи немножко о себе, как у тебя. По поводу 200 тысяч лет пивоварения, я думаю, это точно нет. Но начнем с того, что я пошел в единственный техникум пищевой промышленности по этому направлению в северо-западном регионе на тот момент. Сейчас, я так понимаю, его в принципе нет. Подожди, ты учился... У Нестеренко. Да, у Кати. Он есть же. Они остались, они слиялись. Ну, я так понял, там уже... Он остался. Их поглотил университет, но техникум как такой остался. Так что твой альма-матер еще жив. Ну, замечательно. Очень рад за них, за этих ребят. Соответственно, после того, как я благополучно отучился, мне пришлось отслужить по нашему законодательству. И как я только вернулся, я попал на Василиостровскую пивоварню. Там я работал на линии розлива. Потихоньку, по чуть-чуть начал проникаться этим делом. Далее так получилось, что нужно было менять работу в связи с увеличением заработка, условно говоря. И я попал на АФБрю. Я попал к ребятам на АФБрю. Там меня очень мощно меня обучили, очень большой багаж знаний оттуда унес. Большое спасибо ребятам, большой опыт, это все было здорово. И дальше я понимал, что нужно как бы развиваться, идти дальше, идти вперед. И ты попал сюда? И я попал, да, к ребятам на Бакунин. Меня взяли в технологию. Расскажи, вот, образно, твой рабочий день. Что ты делаешь? Вот, потому что это же контрактная пивоварня, тут немного по-другому. Расскажи, как у тебя это происходит? Вот ты проснулся, почистил зубы образно, да, и как начинается твой день? В основном день начинается с того, что я приезжаю сюда. Здесь начинается мое утро рабочее. Поскольку ребята начинают разливать с утра пораньше, я приезжаю. Первая моя основная задача – это мерить кислород. Я думал попробовать. Мерить кислород в пиве. То есть контроль качества условно готовой продукции. Вот, да, дегустация, само собой, все это проверка перед розливом начинается здесь. Я правильно понимаю, Бакунин, да, сами купили себе свой личный кислородомер, да? Как я понял, самые первые. Да, самые первые, да. И благодаря этому качество продукции действительно реально. Ну, я пробую не так часто, как, наверное, хотелось бы, или как позволяет здоровье, или еще много-много. Вообще, чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью, если что. Вот, но качество реально изменилось кислородомером.
Да. Это как бы, ну, must-have, но очень дорого, правда? Очень дорого, да, очень дорого, но зато это как бы окупается качественным продуктом. Чего производства у вас кислородомер? Ну, Хафманс, Huffman? ПТР. Отлично. Кстати, ну, они еще нормальная цена, потому что Антон Пары там просто... Ну, Антон Пар, да, там есть разные конфигурации, условно говоря, ну и разные цены. Да, там такие космические, что порой... Ну, бывает цена такая, сравни с двумя такими емкостями, плюс-минус. Вот. То есть, как ты создаешь рецептуры пива? Вот, ну, это какие-то задачи сверху на тебя приходят, да? Или это вот, ну, твое проявление желания, ты согласуешься это с руководством и вы варите этот продукт? Как это происходит? Ну, в основном я все-таки получаю некую концепцию, и уже исходя из нее я ее дорабатываю, превращаю ее в пиво. То есть беру за основу то, что они просят, накидываю туда каких-то технологических плюшек, скажем так, и получается то, что получается. Да, это может быть не всегда вау-эффект, но зато мы экспериментируем, мы пробуем, изучаем новые. Сколько в месяц стилей или сортов пива вы выпускаете на рынок нового? Мы стараемся раз в неделю выпускать по новиночке. То есть 4 раза в месяц минимум новая варочка у вас происходит? Ну, не всегда получается минимум, но мы стремимся к этой... Ну и плюс там можно ежемесячно. 2 танка располовинить и 2 кислячка получить. Да, например, так. Я понял. Слушай, твое любимое пиво, вот, ну, не любимое, наверное, самое, на твой взгляд, тот, что вот, когда ты пришел на эту работу, да, стал главным пивоваром, тот, что у тебя прям удалось, твое прямо любимое пиво, которое ты вот, это, да, я тут прям постарался. Понятно, ты стараешься со всем пивом, но бывает реально так у всех. Бывает удачное пиво, бывает менее удачное пиво. Вот какое для тебя вот твой вариант? Мой прям свой первый сорт здесь, на Бакунине, как в качестве технолога, это был русский имперский стаут зимний, назывался. Как мне показалось, ну, естественно, с точки зрения отца, он получился. Вроде как и продажи показывают, ну, согласны со мной. Но, Ну и антап, да, наверное? Или- ну, антап в целом как бы среднячковый, но для Бакунина, условно говоря, с Для учетом- количества его да, объема это хорошая цена. получается. Я понял. А какое, может быть, ты бы хотел пиво, вот прям именно твое внутреннее желание, да, вот дайте мне карт-бланш, я сварю, да, вот есть такое вот пиво, которое уже есть в голове, но пока, допустим, как бы сверху не пришла такая установка это сделать. Я думаю, что вот прям такого сорта у меня нет, потому что с учетом как раз-таки текучести у меня может и не сохраниться какого-то своего пивка, потому что уже ребята предложат, и мы его сварим. Ага. Поэтому у меня голова не успевает отработать какую-то свою собственную рецептуру, ту, которую вот обязательно я хочу сварить. Пока еще нет такого. Какое твое любимое пиво Бакунина? Мне нравится Original Pirate Material. Я прям с него вообще... Я не пробовал, честно. Это наш Хель. Первый. Хелес, Да. 0,33 банка. Да. Это самый не лучший вариант для Хелеса, для объема Ну, розлива. на самом деле, мне кажется, мы хайпанули на этом моменте. Ну да, согласен. Да, что- согласен. Ну, как пивко мне очень понравилось. Оно не фильтрованное, правильно же? Да. Отлично. Для вас, ребят, не забывайте, ссылочки в описании, вы можете написать какие-то вопросы, да, для Дани. Даню я их скину и в каком-нибудь видосе я озвучу его ответы. Может быть, будет интересно кому-то, да? нет? Мы в каком-то видосе своем это вставим, либо на стриме. Или напишите, звать Даню на стрим, например. Придешь? Да, конечно. Вот. Даня придет на стрим, поболтает с вами. Как-то так. А мы продолжим что-нибудь для вас еще интересное снимать. Погнали. Короче, прошло энное количество времени. Мы пригнали. Даня, здесь, я тут. Там ребята льют пиво. Мы вам показываем мешки с хмелем. Все нормально. Что делаем? Охмеляем? Охмеляем? Откроем, засыпем. По технике безопасности ты не полезешь. Ребята, сотрудники залезут, Верно. все засыпят. А мы будем стоять, а вы будете смотреть. Короче, как так? Пока мы стоим, твои 5 любимых хмелей какие? Супер Мозаик это по-любому, это бессмертная классика. Айдаха 7 я тоже очень сильно люблю. Galaxy обожаю. И новиночка, которую недавно попробовал, это Сабра. Зашло тебе, да? Просто пушка, да. Гоночно. Вот выбор, так сказать, главного технолога Бакунина. Ребята, делайте драй, будет пушечно. Погнали. Сейчас ребята залезут, засыпят, соответственно, что у меня? Мозаик, у тебя цитра, Цитра. как-то так. Будете смотреть, как люди сыпят хмель. Может, все пойдет верхом. Ха!
Ребятишки, мы, короче, закончили, сделали, ребята, драй. Дальше будет дегустация через энное количество там дней, 15, 20, 30, в зависимости. Сколько примерно? 15-20. Вот. Даня, мы сегодня прощаемся. Вы не забывайте написать, хотите ли увидеть Даньку у нас. Может, на варочку пригласим или куда-то еще. А все вкусняшные пиво вы можете покупать в различных магазинах по всей России. И вот такой классный кадр вот этой пивоварни. A few moments later. И привет, ребятишки, мы где-то в Питере, и чем, угадайте, занимаемся? Конечно же, мы собираем снег для видео о воде и немножко добавляем солнца в нашу прекрасную питерскую погоду. Ну, контент, конечно, будет, но плюс-минус не скоро. Погнали! И привет, ребятишки! Мы где? В заведении прекрасном от пивоварни Бакунин. Бакунин. Соответственно, что мы делаем? Дегустируем пиво, которое вы уже там 20 минут назад посмотрели. Оно наконец-то готово. И мы с Юрием сегодня пообщаемся, порассказываем вам интересные, а может быть не очень истории о, соответственно, пиве, пивоварении и, соответственно, пивоварне Бакунин. Ну и Юра расскажет немножко о себе. В очередной раз. Да, в очередной раз. Что, как он там, что делал, как пришел к тому, чтобы сделать, основать такую прекрасную пивоварню и варить ее пиво для вас, потребителей и так далее и тому подобное. Короче, переходим к небольшим вопросикам. Давай. Юр, как так получилось, что ты оказался в пивоварении? Ну, наверное, более правильно уже сказать, любой бренд уже не просто становится пивоваренным, а в производстве напитков. Потому что, я думаю, будущее не только в пиве будет. Ну да, ну да. Да как? Наверное, как и многие, попробовал за рубежом крафтовое пиво. Тогда это были там типа брюдог на волне, на первой своей волне популярности. До того, пока он начал изменяться. Пока у них были панковские этикетки. Да, типа. с 15 плотности до 12, да, пока не изменилось. Да, то есть мы с друзьями поехали в Ригу на Новый год. Там наткнулись на заведение Эль Хаус. Ребята специализировались на импорте американских крафтовых историй, типа там Эндерсон Вэлли, Сьерра Невада, таких типа каноничных крафтовых американских пивоварен. Ну и, собственно, попробовали такие, вау, класс, что-то можно было. Это, получается, с 12 на 13. То есть в этот момент, в принципе, мы с тобой знаем, все, кто крафт пьет, там, производит, в Питере и вообще в России не было ничего. Да, от да. слова совсем. Все вот было засилие либо каких-то там немецких пивнух, либо ирландских пабов. Вот, и, собственно, видимо, к тому моменту... Ресторанных пивоварен. Да. Это та тема была. Вот, видимо, к тому моменту как-то у всех поднадоело это всем, и вот у меня, в частности, это получилось так, да, то есть в Риге мы попробовали это с другом, вернулись сюда, под впечатлением, где же такое-то найти на просторах нашего города, поняли, что, в общем, предложений-то нет, мы подумали, давай-ка сами сварим, что попробуем. И так получилось, что недалеко от там, моей прошлой работы как раз открылся первый магазин «Мирбир». В своем первом воплощении, так сказать. Это на Самсоневской? Нет, это было на улице Ленина, на Петроградке, во дворе, небольшой совершенно магазинчик. Мы купили первый тестовый набор пробный, там ведро, пара ведер, этот концентрат солодовый, экстракт, значит, хмель в пакетиках и сварили, по-моему, это был какой-то там браун-эль.
Сейчас понимаю, что это было уже там такое больше на брашку похожее в результате, но в целом поняли, тебя что... зажгло. Да, поняли, что классно, интересно. Потом еще было несколько домашних варок, потом мы сварили IPA-чик. Это уже... Это где-то вот там весна 13-го. Окей. А это именно уже будущий сорт пива Бакунина? Или Не, это не, просто... это вообще была проба пера, то есть там первые эксперименты с сухим охмелением, вообще понять, что, как это все происходит, что, откуда приходят ароматы и так далее. И вот буквально как раз с литрушкой пластиковой этого конкретного сорта я приехал в недавно открывшийся бар «Бакунин», где, собственно, Саша Романенко, партнер мой, сооснователем был. И в целом мы с ним списались ВКонтакте. Там, вот я там домашний пивовар, сварил, хочу, чтобы ты продавал мое пиво. Приехал, он попробовал, сказал, да, клево, здорово, я тут, у меня есть идея типа своего бренда, сварить по контракту пиво, давай. И первым пивом стал... Первым пивом стал Laughing Sam American Pale Ale. Тут появится Untapped, мы, надеюсь, его не забудем добавить, чтобы вы попробовали попробовать его. Да, кстати, он давно уже не в производстве. То есть его найти нереально? Нет, найти сейчас, может быть, у кого-то остались какие-то бутылки латвийские 16-го года, очень сильно сомневаюсь. Это уже, получается, эксклюзив, соответственно, выдержанный на в него овер торгуйте, устраивайте аукцион. Да, вот. Тогда же я познакомился с Вовой Наумкиным, значит, он на тот момент был пивоваром как раз в Максимилиане, он был как раз в ресторане пивоварни. Вот, и как-то так у нас закрутилось, мы сварили тонну American Pale Ale. Идея была продать его, чтобы это был как эксклюзивный сорт в Бакунине. Вот. Но так получилось, что там какие-то дружественные бары заинтересовались тоже, и, в общем, там за неделю или за две эта тонна у нас разлетелась. И мы, собственно, заварили 2 тонны. На тот момент 2-тонные танки были, это на пивоварне «Набережная». Сейчас она кем-то уже куплена, ресторан пивоварни вроде есть еще, но не знаю, там что у них творится. Вот, это были 2-тонные танки. Мне кажется, Набережную прошли все контрактные пивоварни, и воспоминанием этой пивоварни является погнутая ее сета. Там просто вот такие ложбины. Все старались как могли. Да. Она дала путь многим брендам. Да. И, собственно, потом как-то закрутилось, завертелось, сварили еще несколько сортов, поменяли несколько площадок, и, в общем, много где варились уже и за рубежом, и не за рубежом. И не за рубежом. Сейчас это один из самых крупных крафтовых брендов, насколько мы это знаем. Как мы знаем из контрактных, да. Ну и в целом, да, из крафтовых брендов российских по объемам, наверное, производства. Если это коммерческая тайна, мы это вырежем. Какой сейчас самый продаваемый сорт пива? Это не коммерческая тайна, это реклама. Это реклама. Слушай, с самого момента, как мы зарелизили «Молоко плюс», он, в общем, из года в год и в целом-то из месяца в месяц это топ-сейл, то есть, по-моему, если я правильно помню, то ли 14-й, то ли 15-й год, это не один из первых сортов наших был, ну, там, 5-й, где-то 6-й. Немного от ЭТХ этого самого вашего локомотива, что там, в чем идея и так далее. Сладкий стаут, про-английский, с лактозой. Соответственно, немного жженых тонов, бархатистый, такой, ну, некая замена, скажем, там, сухому ирландскому стауту, там, Гиннесса-заменитель. То есть вполне себе регулярный сорт для тех, кто не любит что-то экстремального, но в то же время какой-то хочет качественный альтернатива, скажем так, каким-то импортным вещам, да, аналогичным. Окей. А твое любимое пиво от вашей пивоварни? Не «Молоко плюс». Слушай, я не так много нашего пива пью, скорее... Да, это, кстати, вот Ксения сейчас удивилась, это нормально для... Нет, я пью новинки наши, само собой, да, как в дегустационных целях, так и, ну, какие-то вещи действительно для меня, там, в моем любимом стиле, да, то есть я там, люблю IPA. В целом даже больше люблю классические вещи, там, West Coast, может быть, Session IPA какие-то, да, в зависимости от... По суше, погорчее? Да. По ароматнее, по суше, погорчее. Нью-Ингланды тоже здорово, клево, но нужно понимать, что Нью-Ингланды живут, типа, в лучшем случае месяц. Ну, месяц-два. Да. Если не помогать, то еще меньше.
Вот, поэтому, как правило, пью Нью-Ингланд только наши пью, потому что есть возможность их свежими пить. Я понял. Вот, поэтому кисляки... Назовешь бренд вот твой, помимо молока плюс, да, вот какой тебе вот? Мне очень вот это понравилось. Прям из последнего я Кайфанул. прям очень, да, кайфанул. Ну, это такой стиль неожиданный, на самом деле. Который... Слушай, он очень противоречивый в том плане, что даже в комментариях к статьям об этом стиле там, на американских сайтах, откуда он родом, да, такой холивар в комментариях постоянный, что типа, да, это вы тут придумывали, да, это же IPL на самом деле, да, это уже сварили 100 раз, зачем вы это вот, типа, это хайп и так далее и тому подобное. А еще есть тема того, что типа, да это опять кто-то накосячил, перепутал дрожжи. Это мы, короче, это мы уже даже на своих сортах проходили не так давно, когда варили рекольт New England, Double New England Season. Вот. Все троллили, что типа Бакунин опять, да, не знаю, что-то сварил непонятно что и решил вот так вот назвать, чтобы оно продавалось. Нет, на самом деле мы просто решили поэкспериментировать с дрожжами. Мы перед этим сварили Headline, это Double New England Weizen, то есть на пшеничных дрожжах. Потом просто взяли практически ту же самую солодовую, чуть поменяли хмели и другие дрожжи взяли. Многие не понимают, не понимают, так как они не погружены в процесс, что пиво типа NE, там, допустим, какие-то соуры, они все однобазовые. То есть идет база, на нее наслаивается другие хмеля, другие фрукты и так далее и тому подобное. Окей, я понял. В общем, разобрались. Из последнего мне еще очень понравился The Black. Это New England IPA, это Black IPA, ну, по сути, Cascadian Dark Ale мы его назвали. В целом одно и то же. Как раз некая такая попытка... Переосмысления классики. Не переосмысления, а возврата к классике, потому что мы одними из первых, в принципе, сварили еще тогда, там, в 13-14 годах, это был Olympia VA, Black IPA. Мне в целом самому, то есть я довольно большой поклонник этого сорта, как раз просто потому, что он сухой, очень ароматный и горький, да, и вот, собственно, мы... Ты заметил сейчас некую в пивоварении, да, вот последний год, наверное, я не хочу связывать с пандемией и так далее и тому подобное, некую стагнацию небольшую, то есть у нас остались НЕ, у нас остались кислячки и так далее. И все, в принципе, на вот этом вот накидывание новых фруктов, новых хмелей остаются. А вот возврат к каким-то старым историям, как ты назвал, там, Black IPA, да, это некая попытка дать рынку то, что не получило такую сильную популярность, как бы ранее. Слушай, ну, может быть, и в том числе поэтому, да, возврат может происходить, но в том числе просто потому, что, ну, действительно, в целом, там, весь путь вот там с 2013 года, он был такой, типа, сначала все варили IPA, потом переключились на имперцев, потом сауры там пошли, да, там Газе мы тоже одни из первых, если я правильно помню, коммерческую именно партию Газе мы первыми выпустили, Salty Dog. Да. Соответственно, и каждый из этих этапов, он был чуть длиннее, чем предыдущий. Сначала все варили IPA-чики, потом на имперцев переключились. И сейчас действительно там последние, 2 года уже в целом сильного изменения нету в стилевых предпочтениях. Какого-то нового стиля. Да. Я, честно говоря, не думаю, что он появится, но если пивовары начнут больше миксовать, то есть и классические вещи варить, и я имею в виду совсем классические, там, пилснеры, пшенички и так далее, да, с какими-то вариациями, плюс, назовем это, классические крафтовые сорта, какие-то West Coast IPA, там, Double, Triple IPA, не мутные, а какие-то, такие именно hop-forward. Это как раз даст некую вариативность, потому что на самом деле сейчас даже появляются за последние, люди приходят в этот, не знаю, там, назовем это, рынок, бизнес, как угодно, да, называй. Кто-то приходит как потребитель, кто-то приходит как игрок, там, не знаю, хорику открывает свою. И люди вообще могут не знать о существовании таких стилей пива, там, как Black IPA, там, не знаю, American Wheat Ale, да, то есть, и люди знают, что есть вот смузи, томатки, там, пестри стауты, а что есть как бы в крафтовом пиве еще что-то помимо этого, они могут и не знать. И нужно просвещать, нужно делать вещи разные. Я понял. К концу твоей речи хотелось тоже интересный вопрос задать, как мне кажется. Заметил ли ты
вы как ребята, работающие с хорикой, большую часть, ну и, конечно, есть и сеть, хорика отталкивает вот эти старые стили, потому что им, допустим, проще продать тот же НЕ, тот же смузяку и так далее. То есть, ну, ты сам обращаешь внимание, какие-то заведения, тапрумы, ты приходишь и найти Вест-Кост просто нереально. Хотя ты сам знаешь, ну, ты в пивоваренных кругах общаешься, люди его варят, он есть. Это же, как ты думаешь, связано с тем, что сама хорика не хочет их ставить, потому что, типа, нету клиента на него? Или это связано с конъюнктурой рынка потребителя? Слушай, тут надо немножко делить хорику. Все-таки есть хорика там прокрафтовая хорика, есть там хорика ресторанная, да, у которой пиво это не основной, скажем так, то есть они там больше гастрономическая история. И, конечно, хорика, которая пропивная, там, крафтовая, там, с большим количеством кранов, с большими холодильниками, если правильный подбор, ну, грубо говоря, там, барменеджер, да, старший, там, кто заказами занимается, он, если его кругозор достаточно широк, чтобы понимать, что вот эти вещи, там, проклассические, они тоже могут иметь своего клиента, то, конечно, там это будет представлено. Если говорить про ресторанную хорику, то, конечно, им, наоборот, больше... То есть, если они ищут какого-то локального поставщика, есть те, кто там, вот, хотим локально питерское пиво, да, то, конечно, они будут брать что-то более простое, понятное, там, из нашей той же самой кор-линейки, это там какая-нибудь Рука Бога, да, который в целом там довольно спокойный Golden Ale, да. Тоже молоко плюс. Если они хотят что-то там более крафтовое, там чуть более экстремальное, Фибоначчи, там 8-градусный IPA. И здесь, ну, надо немножко хорику делить. Но в целом, конечно, я за то, чтобы больше разных стилей появлялось и в пивной хорике тоже. Потому что, ну, да, бывает, что в крафтовое заведение приходишь, там на кранах 20 кисляков, да, и такой, спасибо, пойду Хотя дальше. сейчас, опять же, вот наши продажники жалуются, что... Точнее, не продажники, а бары наши говорят, что вот фидбэк пошел, ну, типа, зима, кисляков меньше, больше темных сортов, и люди приходят реально за кисляками. То есть, ну, это кислая история, это отдельная. Да, то есть люди, есть те, кто, ну, вне зависимости, грубо говоря, от сезона, они хотят вот какие-то там фруктовые вещи или кисленькие вещи пить. В принципе, в таком диалоге мы и разобрали уже, и куда рынок двигается, и так далее, и тому подобное. Что вы планируете? Куда рынок не двигается. И куда он не двигается. Смотри, что вы планируете делать, производить, помимо пива? Потому что на пивоварне можно, в принципе, делать много чего интересного, классного, ну и бывает не очень классного. Что ты планируешь? Слушай, ну, для нас, там, для меня лично всегда там пиво это типа основной, да. Понятно, что со своим производством мы можем несколько более интересные вещи делать в том плане, что бочковую историю запустить более-менее полноценно. У нас есть некоторые релизы бочковые, там как ну, скажем, там, имперцы, да, выдержанные в бочках, так и дикая история, спонтанной ферментации и так далее. Но в целом имеет там свои производственные мощности, это можно систематизировать, да. Вот, конечно, последнее время мы в основную линейку у нас, для меня отчасти неожиданно вошли безалкогольные сорта. У нас есть Зероин, это IPA безалкогольный. И есть Easy Thai, это фруктовый кисляк безалкогольный с манго-маракуйей. Оба сорта с недавнего времени в Озоне доступны. И, собственно, ну, и появляется спрос, есть заведения, которые, в принципе, не ставят пиво, но... то есть, ставят безалкогольный. Да, но они ставят безалкогольный, которые, вот, ну, интересные вещи. И в целом, возможно, мы каким-то дополним безалкогольными вещами линейку. Давай такие провокационные вопросы. Близ? Может быть. Вот. Самые такие жесткие фейлы, чтобы люди не допустили, когда они делали бизнес о пиве. Как мы можем... Чего не сделать в бизнесе? Да, чего не нужно делать. Вот когда, допустим, вы решили открыть свою пивоварню, либо работать на контракте. То есть какая-то вот такой гайд, что не стоит делать. Не знаю, я могу сказать, что нужно делать. Нужно делать то, что тебе кажется правильным, и главное, сейчас ты знаешь, такая избитая фраза, главное, чтобы ты этого там желал, хотел. Успешный успех. Не, на самом деле это, правда, типа, пока у тебя есть драйв к этому, пока вот ты готов, там, не знаю, 24/7 этим заниматься,
Если это законная деятельность, то, скорее всего, тебя ждет успех. Первый момент – законность. Да. Я имел в виду тут момент, допустим, самый глупый, наверное, взять на контракте, пойти и сварить брауни. Как бы сложность его продажи будет архисложность. Слушай, да, наверное. Но это, видишь, это сейчас уже, когда есть некий сформированный рынок. Когда мы начинали... Можно было, да. Скорее всего, то есть, там, не знаю, тот же Парадокс первым сортом сварил дюбель. Ну, да. Сейчас бы это было очень странно. В целом, да. Поэтому тут, с другой стороны, там, не знаю, есть вот Андрей Плагбир, да, который варит, ну, вот прям совсем не мейнстримовые сорта. И тоже, типа, имеет свой... Вот мы в коллабе варили с ним Адам Бир. Я, признаюсь, до знакомства с ним в целом не знал, что такой стиль существует. Я думаю, подписчики тоже пояснить. Я думаю, что есть те, кто не в курсе, поясни, да? Пожалуйста, да. Это типа рубиновый там цвет, на просвет рубинового цвета пиво с копченым солодом, подкисленное по саур-кетлу и, соответственно, сброженное бельгийским штаммом дрожжей. То есть оно там в районе 8-9 градусов, такое довольно плотно крепкое. То есть, короче, копченый Роденбах без всего. Да, без всего. Да, и то есть и в целом, да, он там может быть не топ-сейл, но фидбэк, опять же, от людей такого характера, что типа, нифига себе, что-то помимо там Нью-Ингландов и так далее, да. Это максимально не стандартный сорт из того, что мы в последнее время варили, но в целом, типа, народу интересно. Окей. Давай перейдем немножко к другому. Вот ваши концепции производства пива, да, то есть вы используете различные сырье и так далее и тому подобное, да, что помогает вам делать ваш продукт, успешным, да, именно с технологической точки зрения? Какое вы предпочитаете? Сырье, каких хмеля, дрожжи, там, свой, как бы, сколько уже? С 12-го года практически? 13-го. 12. 8. Так красивее, да, потому что уже 10 лет, с 10-летнего опыта по сырьевой истории. Что бы ты дал совет в рамках этого? Мы не используем отечественное сырье, скажем, основное, да, то есть это там солод, хмель, дрожжи. Мы используем периодически жидкие дрожжи от наших питерских лабораторий, но в целом с тем подходом, который они осуществляют к этому, в общем, язык не поворачивается это назвать типа отечественным сырьем. Значит, в целом, что... во-первых, конечно, имеющийся опыт, он позволяет уже некоторые вещи, то есть избегать каких-то ошибок, да, при производстве, но при всем при этом никто не застрахован от них, никто не застрахован от технических неполадок оборудования, и поэтому, то есть, да, мы там очень тщательно следим за производственным процессом, в том числе, будучи контрактником, это там двойная сложность, да, потому что это не твое, да? Да, ты, по сути, как пастух бегаешь за технологами производства, где ты производишься, и вот пытаешься им тыкать, как, что нужно сделать, они говорят, да мы лучше знаем, но потом за косяки никто отвечать не хочет. Ну да, это да. Вот, поэтому контроль, в первую очередь, да, за процессами брожения, за процессами добавления каких-то фруктов, охмелений и так далее. И очень большой контроль за розливом готовой продукции. На каждый розлив выезжает наш специалист. У вас есть кислородомер? С гехальтометром, да. Соответственно, делает контрольные замеры, все это логируется, производится анализ. Соответственно, если идет превышение установленных нами требований к нашему продукту, розлив мы останавливаем, проводим проверку, где что подсасывать может и так далее. То есть, такие ситуации бывают. То есть, при этом это не значит, что если ты на производстве добился какого-то стабильного показателя кислорода, что вот все, можно ничего не контролировать, он у тебя всегда будет такой. Нет. Мы реально ездим на каждый розлив и... Сколько, похвастайся, сколько норматив ваш по кислороду для IPA, к примеру? Слушай, не привязываемся к сорту. Значит, вашему пиву, вообще по индустрии считается от 100 до 150 ppb, это типа ок. Понятно, что чем светлее и менее хмеленный сорт, тем ему будет, при прочих равных, ему будет хуже от одного и того же показателя растворенного кислорода. Мы в целом
начинаем, ну, то есть мы останавливаем розлив и ищем проблемы, если у нас больше 80. Для тех, кто немножко не понимает, я объясню. Да, в процессе розлива возможен подхват кислорода. Кислород – это худшее, что может быть в пиве. Ваши IPA, Помимо микробиологического заражения. Это мы исключаем, да, потому что они опытные, знают, да. Вот. Что приведет к IPA, попаданию кислорода? Он станет вашей коричневой жижей, ваши все прекрасные хмеля, где вы там 10-20 граммов на литр накидаете, просто их не будет. У вас будет мармеладный, карамельный аромат коричневого браунеля, который вы все так любите. Вот. Это что связано с кислородом. 80 ppb – это очень хороший норматив, это, поэтому рекомендуем, да, к испробованию. Вот. Можете проткнуть, у кого есть кислородомер, и отправить ребятам, что происходит с их пивом где-нибудь в каком-нибудь другом городе. Вам уже не имеет смысла, потому что все надо мерить в течение часа-двух после розлива. Поэтому можете не делать. Так что так, можете просто попить и будете кайфовать. Собственно, причина еще одна, почему мы собрались, конечно, мы все по друг другу очень сильно скучаем, это факт. У нас здесь перед вами 2 банки, 2 бокала, и Юра начнет... 2 человека. И 2 человека, да? Вот, да. Вот. Соответственно, расскажет, что это такое, а я расскажу всю суету, почему это произошло. Вот. Как-то так. Начинай. В общем, во время очередного думскроллинга сайтов забугорных с новостями крафтовыми наткнулся на термин Cold IPA, стало интересно, что это за зверек такой, поискал, на самом деле информации довольно мало, даже на сегодняшний день, то есть там 3-5 статей про это дело есть, американских, у нас я вообще никаких упоминаний не нашел. Значит, при том, что в Штатах эта история там в начале 2020 года вообще появилась. Я не помню, какая-то пивоварня даже специализируется на этой истории. Пивоварни, я таких не слышал, может, это что-то там из новых волн очередных, но в целом, насколько я понимаю, довольно такая заурядная пивоваренка, ничем не примечательная. Сварили стиль, назвали его Cold IPA, и основной посыл, как противопоставление как раз-таки приевшимся Нью-Ингландам, которые все из себя очень хмелевые, фруктовые и так далее, но при этом выглядят как мультифрукт-сок. Да? Ребятам захотелось, у американцев есть очень классный термин crisp. Что-то такое вот хрустящее, чистое, прозрачное. Вот согласись, да? Вот не знаю, почему на русском иногда сложно описать хрустящее, а вот crisp ты объясняешь, и в пивоварном кругу это все сразу становится понятно. Вот они как раз решили сделать максимально тоже хоп-форвард сорт, но типа сделать его визуально противоположностью Нью-Ингландов. То есть он для этого они использовали лагерные дрожжи с хорошей флокуляцией, чтобы было прям вот прозрачненько, красиво. При этом типа те же задачи хмелей. Бродили его при нехарактерной для лагерных дрожжей на 18 градусах. Вот. Ну и, соответственно, чуть дольше это все стояло, чтобы осесть, осветлиться, но при этом в целом тоже достаточно прохмелевой сорт, более чем даже, в моем понимании, прохмелевой, с горечью, сбраживается довольно низко, до 2,8, что характерно в целом для западной истории, да, там типа для восхотов и так далее. То есть сухо, сильно охмеленно, на лагерных дрожжах, при этом я не могу сказать, что здесь какой-то есть сильный лагерный профиль. То есть серности истории нет? Да, то есть в том числе за счет того, что оно чуть дольше, чем обычный IPA, там, который можно там, на 25-й день уже разливать, это чуть дольше стояло. Это ваше прочтение, история в этом истории. Слушай, мы не вносили практически никаких своих поправок, разве что, наверное, каждый пивовар свои хмели использует, да, в данном случае мы вот якимовские хмели брали, Цитра, Айдаха-7 и Мозаик, что-то классическое, что-то более позднее, скажем так, да, тот же Айдаха-7, хоть он уже не нов, но там мне очень, кстати, я постарше Цитры и Мозаика. Сначала я его не понял, да, а вот потом как-то еще поварясь на нем, мне как бы зашло. Ну, в принципе, давай не будем томить, попробуем, да, хоть пиво попьем. Вот. Я-то пробовал. Да, я не пробовал еще, что там у нас получилось. Уже нагреться успела. Вот. В бокалах этих, конечно, не очень будет видно. Хотя должно быть. Вот такой вот у нас
Желтый, прозрачный. Красивые. Enjoy it fresh, как говорится, да? Ну, практически, да. Ну, какова красота, да? Можно и музычку было подставить. Отличная карбонизация для любителей, знаешь, вот олды пивопотребления, для них очень важно, чтобы было много вот бульбочек. Пузырев. Да, многие олды пьют именно пиво не с точки зрения профиля вкуса, а наличия большого количества карбонизации. Мне уже нравится по одной простой причине, да, цвет, понятно, что я открыл и я чувствую, чувствую ароматику, а это уже говорит о многом. А то, знаешь, вот я не люблю пиво, когда тебе там рассказывают New England, там, IPA, и ты должен там туда искать. прильнуть, найти. Да, цитрусово, вкусно, отлично пахнет. О, опять же, вот мне кажется, как раз за счет того, что дрожжевой истории, там, в отличие от Нью-Ингланда, нету, да, ничего не заглушает. Знаешь, вот если мы говорим там, мы, в принципе, с тобой знаем, какие там дрожжи, не знаю, можно это озвучить, но не будем. Вот. Этот дрожжи дает серный профиль. Да. И он характерен для, допустим, для какого-нибудь там баварского лагера, там, и так далее. То здесь именно вот я чувствую только профиль хмеля. Это очень круто. И я бы даже не сказал бы никогда, что это все-таки лагерный профиль. Да. Включай камеру, мы заканчиваем рабочий день на этой прекрасной ноте, потому что хватит это терпеть, мы продолжаем отмечать Новый год. Отличный, кстати, балансный вкус. Ребята, там за кадром попробуйте. Мне нравится, что... Сколько здесь остаточное? Ну, по факту 3,5. 3,5. Должно быть 2,8. Из-за, видимо, драя хорошего, да, но сладость такая с хмелем сочетающаяся, прям Ну, должно очень, быть по суше. очень легко. Не и пошли питко. они дальше. Не пошли. Очень не пошло легко больше, и не питко. дальше. Да, я думаю, если бы оно было суши, оно бы немножко было бы не то. А вот сейчас прям в балансе. Я бы даже никому не сказал, что это лагерь, честно. Да, да. Отличная история. 15 плотности, 6,8 алкоголя. Коммунике или резюме? Прекрасное пиво. Сколько оно стоит в баре? Нашел что спросить. Давайте узнаем. Небольшие паузы. Его тут нет. Его нет? Оно стоит как Нью-Ингланд. Оно стоит как Нью-Ингланд. Если вы устали от Нью-Ингландов, то берите Cold Deep. Это пушка, гонка, ракета. Как-то так. Предыстория всей этой истории, да? Когда мы начали идти к пути создания этого всего видео и продукта, назовем это так, когда мне сказали, что это был Cold Deep, я прям сказал: не, ну давайте не надо, ребята, это очень неуверенная история. Но могу сказать, что круто, что это Cold Deep на лагерных дрожжах, и это для тех, у кого, ну, есть же большая часть потребителей, она огромная, которая, это не пиво, а вот классика. Они не знают, что лагерь не является классическим пивом, в принципе. Вот, но для тех, кто еще не перешел на сторону зла, вот этот транспорт великолепен для перехода в элевую историю. Как-то так. Да? В заключение что-нибудь скажешь? Так твоя же фраза «пейте пиво». Любите пиво, любите пивоварение. На сегодня всем пока. Пока.